Приветствую вас, мои дорогие! Это мой авторский расклад на такую тему – любовь и отношения. И я посмотрю для вас по такой моей авторской системе. 3 орешка для Золушки. То есть мы с вами все Золушки. Это архетип такой. У нас много архетипов. Один из архетипов – это архетип Золушки. Труженицы, скромницы, да, как нас мама учила. А положено ли счастье такой скромнице, как вы и я, в любом возрасте? Посмотрим для вас. Активируйте карту женщины как свою карту, а карту мужчины перспективного, любимого или того, который у вас уже есть. Это не важно. Расклад поможет всем и подойдет для всех. 3 орешка для Золушки. Раскусим мужчину по 3 параметрам. Первый орешек – это его ум. Что у него на уме? Второй орешек – это его чувства, что у него в чувствах. И 3 орешек – это его действия, что он будет делать. Я для вас разложу мистический Ленорман. Ленорман, он очень классный и четко отвечает на вопросы. Знаете, меня в соцсетях иногда называют «моя любимая крестная». Мне так приятно, что меня так называют. Но это девочки, кто помоложе меня, может быть. Поэтому вот мне в медитации пришла такая тема «Золушка крестная». Я хочу открыть эту тему для вас. И прошу Ленормана открыть подробно и четко. Что-то карта сама вылетела. Есть кто-то, кто хитрит в ваших отношениях. Может быть, у кого-то мужчина хитрит, а может быть, у кого-то и хитрит какой-то его родственник или другой человек. Это может быть ваш родственник. Давайте спросим, что это за лиса? Что она там хитрит? Что она себе придумала? Раскусим вначале эту лису, да? 3 орешка для лисы. Ну, посмотрим, что у лисы на уме. Это кто-то, кто преследует свой интерес. Из вашей родни, скорее всего. Ну вот, ключевая карта вышла, да? Интересно. Ключ, лилии и крест. Ну, крест говорит, что это кто-то из родных. Это кто-то из семьи, или его, или из вашей. Вот и все. И ключ хочет подобрать к вашей жизни. Кто-то хочет что-то поставить замок какой-то. Ключ подобрать к вам, поставить замок на вашу жизнь. Кто-то хочет навесить вам замки, то есть запреты какие-то. Этого нельзя, того нельзя. У кого-то свой план. Лилии. Какой-то далеко идущий план у этой лисы. Угу. Какой-то недоброжелатель. А какие чувства у этой лисы? Это тот, кто, знаете, маску одел, маску лисы. Ну, змея и медведь. Вы знаете, если это и вы думаете, что соперница, но ей не нужен даже ваш мужчина. Просто змеиный человек, он ядом дышит на все. Может, на деньги его позарился. Потому что медведь и рыбы, видите, на его богатство, на его наследство, на что-то. Может, это родственница, вот на его наследство позарилась. Что-то там такое есть. Довольно неприглядное у этой лисы. У кого-то есть такой план, да, из его родни или из вашей. Но, скорее всего, его родня, потому что медведь. Что будет делать эта лиса? Тяжесть, гора, клевер и корабль. Но вообще понятно, что клевер и корабль, чтобы отобрать у вас удачу. Какие-то замки на вас навесить, отобрать удачу, тяжелый крест навесить, оговорить какие-то сплетни, наговоры. А стоит ли вам на это обращать внимание вообще, на эту недоброжелательницу, которая сразу себе показала? Да нет, конечно. Что может быть сильнее космоса и звезд? У вас своя дорога жизненная, она вообще или он какой-то нехороший, неприличный человек, негативщик. Ничего вам не сделает. Потому что это всю масть перекрыла эта карта. Карта звезды перекрывает здесь всю масть. Абсолютно. Это ваша карта. Так что на лису не стоит обращать никакого внимания. Да, кто-то есть лиса, может его сестра, может его бывшая, может его какие-то родственники. Карта звезды у вас, вам вообще ничего бояться. Итак, я спрошу, какая карта ему выйдет, вот, чтобы вы были здесь как пара, какая карта ему выйдет, да? У вас звезды, вам нужно идти по своей дороге. Вообще карта счастья, звезды – это карта счастья. А ему карта какая выйдет? Сердце, он любит вас. Это несомненно.
С его стороны сердце, с вашей стороны звезды. Пожалуйста, шикарная пара. Все хорошо у вас будет. Никто не сможет вам помешать. Но в любом случае мы сейчас будем делать 3 орешка для Золушки, 3 орешка тоже для принца, для него. 3 орешка для принца. И 3 орешка для Золушки. В мыслях что? Давайте смотреть, пока мысли посмотрим. Что у мужчины в мыслях? Ну вот, он письмо хочет вам написать, он хочет дать о себе знать, письмо и птицы. Он хочет выйти на связь, он хочет признаться в любви, он хочет радости, обновления отношений, если поссорились. Но у него в мыслях очень много положительного у этого человека. А у вас что в мыслях? Иногда мысли мы, конечно, свои не знаем до конца, поэтому я и на вас смотрю. Лиса у вас в мыслях, вы волнуетесь. Вы знаете, что есть кто-то, кто негативит. Понимаете? Кто сделал что-то нехорошее. Кто просто вас запутал. Кто всю правду скрыл. Кто украл что-то. Карта одиночества, карта венец безбрачия, и это лиса. Дом. У вас что-то в доме, у вас в доме есть какой-то негативный человек, о котором вы волнуетесь, переживаете. Этот человек просто с вами постоянно в войне находится. И, может быть, через магию решил разрушить ваш дом. Но вам нужно отпустить эту ситуацию, потому что у вас звезда, звезды. Все будет хорошо. Это какой-то родственник, скорее всего, да? Кто-то скрывает информацию, свою, выдает правду свою за действительность. Коварный человек. Коварный человек. Вам двигаться страшно в собственном доме, потому что в собственном доме есть враги у вас. Вот в чем дело. Какие-то связки, связаны руки у вас, потому что лиса орудует. Что-то скрывает. Конечно, накапливается вот этот негатив, потому что лиса что-то скрывает. Добра от нее не жди. Главное вам не сдаваться. Вот в чем дело. Да, вы выходите на звезды, так что у вас будет все нормально. Лиса должна отступить. Эта лиса хочет вас запутать. Видите, она такая рыжая. То есть, как эта яркая, может, родственница, которая хочет, чтобы вы бросили, просто руки опустили. И сделали неправильный выбор, да? Что-то украдкой делает. Что-то украдкой делает. Что-то делает втихаря. Что-то какой-то манипуляция какая-то идет. Хорошо, спросим, что у мужчины в мыслях. Это 2-й орешек для принца. И 2-й орешек для принцессы, для Золушки, для вас. Смотрим, что у него в чувствах. Мысли посмотрели. Мысли самые лучшие. Он с вами выйдет на связь обязательно, потому что письмо напишет, даст о себе знать, назначит свидание. Это даже какой-то сюрприз приятный готовит. У него в чувствах тяжелый крест несет. На него этот негатив тоже распространяется. Развилка, крест, книга, кто-то из родных. Потому что книга – это родственные связи. Кто-то из родных портит ему тоже жизнь. Вот видите, его родные в одну сторону тянут, ваши родные в другую сторону тянут, да? Ну хорошо, а какие у вас чувства? Тяжело на сердце, хотите перемен, корабль и гора, и надеетесь на успех. Во-первых, обязательно будет все хорошо. Встреча будет с мужчиной. Клевер – это встреча с ним. Видите, он планирует встречу, и встреча обязательно состоится. Никакие лисы не помешают. Вы хотите освободиться от какого-то негативного влияния. На вас идет негативное влияние, но ведь карта звезды говорит, что небо с вами, высшие силы с вами, вам нечего бояться. Хорошо, теперь посмотрим его, мужчину вашего, и мы посмотрим его действия в этот раз, да? Действия принца здесь, и также ваши действия. Действия принца. Очень хорошее действие. Ленорман только в прямом смотрится, кто не знает. Но ключевая карта вышла. Ключ.
Видите, несмотря на то, что лиса ставила какие-то замки, там при диагностике вышла лиса вдруг сама по себе и показала свои замки. То есть этот враг уже он виден, а когда врага видно, он не страшен, да? И здесь мужчина ваш, он эти замки срывает. Он срывает этот обман, эту обманную маску врага, он срывает эти замки. Вот в чем дело. Дает вам поддержку. Будет встреча обязательно, будет свидание. Это хорошие новости. Карта всадник. Новости о любви. Кстати, этот расклад подойдет для всех, независимо от вашего статуса, материального положения. Если у вас нет отношений, вот грядут новые счастливые отношения на долгую счастливую жизнь. Ключевой человек входит в вашу жизнь и делает вас счастливой. Карта лилии. Это тот, которому можно доверять. Его действия будут верные. Он выполнит то, что обещал. Вы знаете, это как рыцарь настоящий. Он будет себя вести, как настоящий принц, коронованный принц. Вот как он будет себя вести. Потому что это вот оно и значит, что он выполнит все обещания лилии, это на долгую счастливую жизнь. И больше между вами не будет никаких недомолвок, и больше не будет между вами никаких тайн. И он срывает просто эти замки, которые на вас навешались, срывает сразу. Да, было разочарование, да, было разбитое сердце. Но сейчас звезды, сейчас лилии, всадник, ну, такие замечательные карты, да. Все наладится, все преобразуется. Он любую стену разрушит между вами. Эта стена могла быть навешана замками другими людьми. Их приоритетами, так называемыми, да, в кавычках, потому что раз люди выстраивают приоритеты, как навредить другим, но это не очень здоровые люди. Итак, ваши действия. Что вам советуют карты? Тучи нужно развеять, крыс и змей убрать. Ну, вот здесь четко так, да, карты Ленорман, мы читаем очень просто четко по плану. Крыс и змей убрать, не реагировать на них. Они вас колят, они хотят у вас что-то забрать, украсть. Это же воровство кругом. Воровство энергии, подклад. Хотят заставить вас пойти по неправильной дорожке, сделать неправильный выбор. Но им вернется все обраткой. Это понятно. Хотят, чтобы вы разочаровались в чем-то. Я вижу уже разочарование. Потому что и крысы, и змеи говорят о разочаровании. Вы видите туман и печалитесь. Видите туман и понимаете, что кто-то наслал негатив. Думаете, что все украдено, ничего нельзя возродить. Эти змеи, крысы, они получают просто обратку. Совет вам действовать помимо, невзирая на эти лица. Понимаете? Вернуть свою силу, взять бразды правления в свои руки. Мужчина уже активно будет все делать, что нужно. Мужчина уже все будет делать, что нужно. Верните свою силу, не раздавайте свою силу врагам. Я вижу, что враг здорово разочаруется. Вот здесь чем сердце успокоится у принца, и чем сердце у вас успокоится. Вам двигаться дальше страшно, вас обступили враги, но вам не нужно это брать за чистую монету. Все, что хотят враги, это запугать вас. Коварные, конечно. Внушили вам какие-то мысли. Вы даже боитесь своих мыслей, потому что вы уже не знаете, ваши это мысли или внушенные вам мысли. Не бойтесь врагов. Так, я сейчас возьму здесь карты, которые скажут, как дальше будет между вами. И я хочу посмотреть, чем сердце успокоится, ваше и его. Это его, чем сердце успокоится. Но стабильный мужчина. На мужчину можно рассчитывать. Он уберет все проблемы. Он сделает то, что обещал. Все. Я вижу стабильные отношения, я вижу, мужчина заинтересован в вас, я вижу, что он вам по судьбе. Это стабильные отношения. Якорь очень хорошая карта. Сердце успокоится тем, что вы поймете, что мужчина делает все возможное, что он стал лучше человеком, он поменялся, да? Чем у вас сердце успокоится? Коса, ну вот опять же, та же самая история, да? Вам нужно перестать бояться вот эти вражеские силы. Коса – это отрубить их, уничтожить всех врагов. Есть для этого
Специальная защита. У меня же есть канал «Специальная защита». Кстати, я денег никогда не беру за мою работу. Все есть в общем доступе. Вам очищение необходимо. И вот враги просто вас запугали. Вам нужно вернуть свою силу. Мужчина поможет тоже, у него стабильная карта. Итак, здесь я смотрю вывод расклада. Собака, сад, аисты. Ой, какие хорошие карты. Смотрите, перемены будут в личной жизни. Наладится все, гармония, перемены. Аисты вносят перемены, вносят примирение, вносят счастье. Но мужчина будет как собака у ваших ног. Что такое собака? Это верность, преданность. Все наладится. Он защитит вас от врагов. Точно защитит. Это вам гарантируется. Собака это, конечно, надежный. Он надежный. Кольцо. Какая хорошая карта на пасашок, да? Замечательно. У многих это мужчина готовит сюрприз, я уже сразу сказала, потому что солнце, вот здесь карта кольцо подтверждает. Мужчина готовит сюрприз, он готовит вам подарок, он готовит вам кольцо, он хочет устроить все дела, он хочет, чтобы был мир, порядок, взаимоотношения были чистые, открытые, не было никаких тайн. Кольцо – это выполненное обещание. Ну, это подтверждение того, что уже якорь и так сказал, да? То есть мужчина выполнит свое обещание, девочки и мальчики мои дорогие. То есть мальчики, ну наоборот, поверните, пожалуйста, все, да? Я от лица женщины, ну, понятно. А вам просто нужно все наоборот сделать. Мужчина выполнит, или, ну, женщина, если вот вы мужчина, да? Кольцо – это выполненные обещания. Это серьезный подход к отношениям. И Лилия об этом же. Будет встреча, будет свидание. У кого нет отношений, здесь будут новые отношения, счастливые отношения. Радостные, открытые, честные. И это будет очень скоро. Мужчина любит, сердце у него. А у вас звезды. Это ваши все мечты исполнятся. У вас будет новый дом, квартира, будет обустроенность. Никто не будет мешать вашим отношениям. Будет порядок, будет все устроено так, как вы любите вдвоем. Все будет по полочкам, так, как нужно. Без эксцессов, без лишних эмоций, без выяснения отношений. Конечно, все никому не нужно, да? И я хочу сказать, что вот судя по этому раскладу, и из его родни тоже есть те, которые не очень-то помогают, прямо скажем. Но больше вот негатива идет с вашей стороны, или это от мамы, или это от каких-то родственников. Но где-то из вашей родни идет какой-то негатив. Тяжесть вам вот анализирует вашего мужчину по полочкам. Якобы хотят для вас идеального, но поскольку, вот спросите у своей матери, она хочет якобы для вас идеального, но поскольку идеальных людей не бывает, значит что? Значит, выходит, что она хочет, чтобы вы были одиноки, что ли? Так выходит? Хоть она и скажет, да что ты, ни в коем случае, я для тебя идеального мужчину хочу. Но идеальных людей не бывает, в природе не существует идеальных людей. Так что мама, которая хочет для вас идеального, она подсознательно, скорее всего, потому что мама никогда сознательно плохого дочери не пожелает. Но подсознание никто не отменял. И мама, которая хочет для вас идеального, анализирует вашего мужчину до дыр, она, скорее всего, магичит бессознательно. То есть закрывает дороги на любовь, потому что раз она хочет идеального в природе нет, значит, она хочет, чтобы вы были одна. Все. Все. Посылает вам венец безбрачия, пожалуйста. Лиса, может быть, ваша мать запросто. Лиса и башня. Вот здесь все понятно. Башня в доме, одинокая жизнь. Это то, что мать для вас хочет. Подсознательно. Но мать никогда своей дочери сознательно не навредит. Даже если вот она равнодушна к своей дочери. Вообще все равно ей полностью. Она в любом случае никогда сознательно дочери не навредит. Всегда это идет подсознательно, девочки дорогие. Всегда. И здесь я вижу, что мать подсознательно делает так, что вы сами начали сомневаться в вашем мужчине. Но это один из вариантов, там могут быть другие варианты. Подруга может быть. Подруга чаще всего сознательно это делает, так что. Ну вот, знаете, ничего у них не получится, потому что кольцо – это, конечно, примирение, это или новые отношения у кого выпадет это, да. То есть, конечно, кольцо – это только положительная карта. Любовь мужчины, ваши мечты исполняются, он просто лащится у ваших ног, любит вас, обожает, видит вас просто звезду.
и у вас будут перемены в личной жизни в сторону плюс. А вот эти все змеи, крысы, вот здесь они показаны, они останутся при своих интересах. Вот. Раз они такие злые, уже боженька их умом обидел, потому что злые люди, это, конечно, обиженные умом люди, обиженные природой. На них не стоит ориентироваться, даже ни в коем случае. Такой расклад, девочки, 3 орешка для Золушки, 3 орешка для принца. Такой очень даже информативный, на мой взгляд, информативный расклад. А вы мне напишите в комментариях, я буду знать, как для вас проигрывается, дорогие мои. Желаю вам счастья, всего самого лучшего. Ставьте, пожалуйста, пальчик вверх или вниз, оценивайте мою работу, проявляйте эмоцию. Эмоцию очень полезно именно для вас проявлять. А также подписывайтесь, если не подписаны, здесь все для вас. Будем видеться. Желаю вам счастья, добра, любви и до новых встреч. Пока-пока, друзья.